Здравствуйте. Способна ли аппаратная психотерапия аудиокатарсис сделать вас счастливым, вернуть радость в вашу жизнь, сделать вас уверенным в себе и спокойным, избавить вас от всех фобий и страхов? Да, хотя аппаратная психотерапия делает совсем не это. Все, что я перечислил, это побочный эффект. Это проявление одной единственной функции – количество электрических сигналов, поступающих в мозг. Эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Потому что по нашим нервам не текут картинки, запахи, звуки, только нервные, они же электрические сигналы. И от того, сколько этих сигналов проходит в единицу времени, и зависит, какие эмоции мы при этом испытываем. Мы полны счастья или у нас горе? Эмоции позитивные или негативные? Все зависит только от этого. Как все это происходит? Дело в том, что, как я уже сказал, по нервам течет только электрический ток. Но единственным источником электрического тока являются рецепторы. Это генераторы, превращающие все виды внешней энергии в электрический сигнал. Эти генераторы бывают двух видов – внешние и внутренние. Их задача – получить сигнал либо от окружающего нас мира, солнца, воды, земли, воздуха, чего угодно, либо от изменений физико-химического состава нашего организма. Но резкое изменение состава, состояния нашего мы воспринимаем как боль. Поэтому можно сказать, вот так вот обще огрубляя, что энергию для жизни, энергию для работы нервной системы мы берем только из двух источников. Из окружающей нас Вселенной, либо от боли. Вот и все. Других источников электроэнергии для того, чтобы работала наша нервная система, не существует. Я уже сказал, что эмоции – это индикатор количества вот этого электрического потока. Так вот, все эмоции, которые мы называем негативными, горе, тревога, депрессия, раздражение, ярость, гнев, все эти эмоции связаны с болью. Все они сопровождаются физическим дискомфортом. Когда этот дискомфорт небольшой, мы его можем просто назвать дискомфорт, неприятные ощущения на душе, тоскливо, тошно. Когда же он более выражен, мы уже четко знаем, это болит. Душа болит. Но болит не душа. Болит именно физическое, болит тело. И это сказывается на наших эмоциях. Почему? Почему вообще? Зачем мы используем внутренние рецепторы? Зачем мы используем боль? Для того, чтобы наш мозг работал, ему нужно определенное количество электричества. Вот этих рецепторов внешних, их столько, сколько их есть. Больше их не становится. И они могут вырабатывать определенное количество тока. Но если в результате наших болезней, травм, инфекций, еще куча причин, возникает увеличение сопротивления, электрического сопротивления, блок проводимости нервной. И в этом случае уже не проходит, не все электричество доходит до мозга. Увеличилось сопротивление цепи, мощность аппарата уменьшилась. И мы чувствуем, что у нас не хватает энергии. Мы чувствуем себя намного хуже. И когда не хватает ее извне, мы начинаем брать уже из внутренних рецепторов. Да, это плохо, да, болезнь нас истощает, нас уничтожает, но она дает нам возможность сейчас жить. Мало того, для того, чтобы изменялось химико-физическое состояние нашего организма, необходимо прилагать туда силы и энергию. То есть наш мозг управляет вот этим участком своего тела, изменяя там его состав. Таким образом, получается, что внутренние рецепторы своего рода аккумуляторы, которые выдают нам энергию, когда возникает в этом необходимость. Но любой аккумулятор нужно заряжать. И после каждой вспышки, после каждого проявления негативных эмоций мы чувствуем истощение, утомление, опустошение. Потому что та энергия,
электрическая энергия с внешних рецепторов, которая могла бы идти на работу нервной системы, на нашу жизнь, на наше счастье, она, получается, идет на зарядку аккумуляторов, на формирование участков боли. Так что же делает аппаратная психотерапия? Задача аппаратной психотерапии, как разновидности физиотерапии, изменение сопротивления нервных волокон за счет увеличения проводимости на уровне синапсов, сопротивление уменьшается, и тогда количество энергии, получаемой от внешних рецепторов, становится достаточно. Все. Больше уже нет необходимости в боли, как в альтернативном источнике энергии. И мозг получает больше этой энергии. Мы чувствуем себя лучше, наши эмоции становятся ярче. Все наши приступы ярости, гнева и тому подобное – это тоже способ получения энергии, проявление способа боли. Когда мы испытываем дискомфорт, мы приходим в ярость, но эта ярость дает нам энергию. Да, плохо, но тем не менее это энергия. Что делает аппаратная психотерапия? Я уже сказал, да, она избавляет вас от страхов, она избавляет вас от боли, но только за счет того, что она увеличивает поток энергии в наш мозг. Все. И когда вы проходите сеансы аппаратной психотерапии, сначала вы можете даже не заметить, что ваше настроение становится лучше. Но после каждого сеанса вы будете замечать, что вы стали более энергичным, что в вас появляется жизнь, работоспособность, вы стали больше успевать, вы стали получать удовольствие от жизни. После прохождения 1, 2, 3 курсов вы уже поймете, что мир гораздо ярче, гораздо приятнее, красивее. Вы стали более счастливым. Счастье – это уже очень высокий уровень эмоций, это очень высокий уровень потребления энергии. Если же вы живете на низшем уровне, на апатии, депрессии, то вам нужно пройти этот путь достаточно длительный. Полгода, может быть, год. Но у меня для вас есть хорошая новость. Для проведения аппаратной психотерапии абсолютно ничего от вас не требуется. Не требуется, чтобы вы прикладывали свою энергию, свое время. Нет. Вы просто надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Все остальное аппаратная психотерапия делает сама. Больше ничего от вас не требуется. И уже через несколько сеансов вы заметите, что ваше состояние стало лучше. Вы стали более энергичным. Если вы не живете в глубочайшей депрессии, и у вас нет кучи хронических заболеваний, то уже через 2-3 сеанса вы испытаете резкий подъем настроения. Вы будете счастливы. Да, первый раз это состояние длится недолго. От нескольких часов до нескольких дней. Но если вы продолжите сеансы, если вы продолжите проходить курсы аппаратной психотерапии, то это состояние станет для вас привычным. Вы будете в нем жить. Таким образом, аппаратная психотерапия сделает так, что вы будете жить счастливым человеком, вы будете испытывать радость, уверенность в себе. При этом она не делает этого. Будьте здоровы и счастливы. Подписывайтесь на канал, узнавайте, что еще. Подписывайтесь на канал, узнавайте, как вы еще можете изменить свою жизнь и как аппаратная психотерапия вам может. Подписывайтесь на канал и узнавайте, как вы еще можете изменить свою жизнь и как аппаратная психотерапия вам в этом может помочь. Будьте здоровы и счастливы.